Во время Великой Отечественной войны немцы отправляли в советский тыл огромное количество шпионов и диверсантов. Многие агенты попадались еще при попытке пересечь фронтовую линию. Многие выдавали себя при обычных ежедневных проверках, еще до того момента, как смогли нанести вред советской армии, промышленности или простым гражданам. По каким же признакам удавалось вычислять немецких шпионов? Печать и позывные. Для того, чтобы вовремя вычислить вражеских агентов, на фронте постоянно менялись позывные и форма печати для документов. И работало это отлично. Множество шпионов и диверсантов попадались, называя старый пароль или показывая документ с устаревшей печатью, но свежими датами. Например, до 1 января на продовольственных аттестатах ставилась круглая печать, а с 1 января — квадратная. Скрепки. Для своих шпионов немцы старались тщательно прорабатывать все, от истории до документов. Но вот на документах как раз и прокалывались гитлеровские агенты. Дело в том, что в Советском Союзе использовали скрепки из обычной стали, которая быстро ржавела и оставляла на бумаге след. Немецким же агентам выдавали паспорта и прочие удостоверения со скрепками из нержавеющей стали. В мае 1944 года сержант погранвойск НКВД Степан Максименко задержал 2 немецких лазутчиков. В описании партийного билета у задержанного в числе прочих особенностей записаны скрепки из нержавеющей стали из материалов Российского государственного военного архива, РГВА. Еще одного агента со скрепками задержали вскоре в Прибалтике. Документы. Но скрепки были не единственной ошибкой при подготовке документов для шпионов. Иногда вместо букв русского алфавита немцы печатали буквы латинского алфавита. Внешне они похожи, но в деталях отличия были заметны, на что и обращала внимание советская контрразведка. Кроме того, подлинники заполнялись тушью, а гитлеровцы использовали стойкие чернила. Также поддельные документы выдавало их состояние. У советского солдата все его документы имели различную степень износа, у немецкого агента — одинаковую, так как удостоверение, паспорт и трудовую книжку они получали в одно время. Да и по заполнению документов можно было понять, что это подделка. Еще одного немецкого шпиона задержал на Ржевском вокзале младший сержант В. Лысенко. Он остановил для проверки лейтенанта, предъявившего удостоверение личности и справку из клиники. Однако оформление документов вызвали у Лысенко подозрения, и лейтенант был доставлен в комендатуру. Следствием было установлено, что задержанный Максимов находился в плену у немцев, где был завербован гестапо, подготовлен и затем самолетом со шпионским заданием заброшен в Москву, передает Тактик Медиа. Следующие 2 способа были эффективны только если шпионы были выходцами из Германии. И бесполезны, если лазутчики — бывшие советские солдаты, завербованные немецкой разведкой. Шибболёты. Шибболёты — это слова, которые не носителю языка будет сложно правильно произнести, так как с детства он воспроизводил совершенно другие звуки. В Советском Союзе немецких шпионов вычисляли с помощью слова «дорога». Оно упоминается в книге знаменитого снайпера Василия Зайцева «За Волгой земли для нас не было». Записки снайпера «Дорога, дорога» — хорошее русское слово, по нему всегда можно узнать, кто говорит, русский или немец. Немцы это слово не умеют произносить, у них получается «тарока». На этом слове проваливаются даже немецкие разведчики, переодетые в нашу форму. Как скажет «тарока», так и попался. Счет до 3. Во время ВОВ был отличный способ проверить подозрительное лицо. Достаточно было попросить посчитать до 3 на пальцах. Немец начнет счет с большого пальца, а советский гражданин — с указательного. Привычки немецкие агенты сами себя неосознанно выдавали неприсущим советскому человеку поведением во время приема пищи. Даже русские пленные, побывав в школе обучения шпионов в Германии, перенимали часть немецкого быта и неосознанно использовали новые привычки. Так, они добавляли в напиток лёд, смешивали коктейль, не брали хлеб за едой. Интересно, но даже отказ от сушеной рыбы мог навести на подозрение, ведь немцы по какой-то причине ее не любят. Поведение и знания. Враг зачастую выдавал себя излишней вежливостью и дисциплинированностью. Советским солдатам слишком примерное поведение было несвойственно. Также одним из способов проверки была нецензурная лексика. Например, идет человек и спотыкается. Что вырвется из уст красноармейца? Мат. Немецкие шпионы часто попадались именно на этом, потому что в досадной ситуации они не употребляли нецензурную лексику, а говорили что-то типа «О мой бог».
Также вражеского разведчика вычисляли по знаниям советских учреждений. Как ни странно, но гитлеровцы отлично знали полное название всех госорганов, зато совсем не знали их аббревиатуры. Награды. Чтобы облегчить задачу поиска шпионов, периодически менялся порядок ношения наград. Так, в блокадном Ленинграде милиция арестовала 2 немецких шпионов. Старший патруля заметил у 2 офицеров неправильное расположение наград на кителях. Конечно, если они только из госпиталя, то их незнание нового приказа объяснимо. Поэтому патрульный предложил офицерам закурить. И по их поведению, то есть по тому, как они крутили самокрутки, как прикуривали и как держали в руках самокрутки, милиционер понял, что перед ним шпионы. Ведь как бы хорошо ни обучали диверсантов, всех особенностей поведения советских людей они все равно не знают. Сапоги. К началу Великой Отечественной войны на заводе «Кожемит» в изготовлении новой партии сапог гвозди, удерживающие подошву, были заменены на круглые. В то время как у немецких шпионов гвозди на кирзовых сапогах были квадратными. Эта деталь позволяла вычислять врагов без особого труда. Ведь вся советская армия была переобута в сапоги новой партии, а недавно подосланные шпионы не знали об этом. Вещи. Немецкие лазутчики часто имели с собой много различных вещей. Фотографии, деньги, медикаменты, еду, что и выдавало их. Ведь беженцы или просто вырвавшиеся из плена не могли иметь при себе всего вышеперечисленного. Возможно, бойцы и офицеры Красной армии разоблачили бы больше вражеских лазутчиков, если бы знали, как именно их ловили. Но знать про это им было нельзя. Когда в июне 1944 года в газете «Сталинская гвардия» напечатали статью «Пример высокой бдительности» о поимке 2 шпионов, цензура из штаба армии тут же напомнила, что сведения о шпионской деятельности противника и методах борьбы с ними печатать запрещено, согласно правилам по сохранению военной тайны. Немцев подводила дорога. В книге знаменитого снайпера Василия Зайцева рассказывается об одном из наиболее действенных шиббалетов, помогавших распознать немецких шпионов во время ВОВ. Автор имел в виду слово «дорога». Как ни старались, немцы не могли произнести его правильно. У них всегда получался такой вариант, как «тарока». И даже хорошо подготовленный разведчик прокалывался на неверном произношении. У голландцев также было хитрое слово «для». Они предлагали подозреваемым в шпионаже произнести «скевенинджен» — название города. Когда его говорил голландец, слышалось «схевенинген», тогда как немец произносил «шевенинген». У англичан были собственные маркеры. Один из них — сквирл, то есть белка. У немцев, как правило, получалось сквиорл. Кроме того, в ход шли слова, которые начинаются на W. У немцев она звучит четко «в», а у англичан — как что-то среднее между «в» и «у». Датчане для выявления противника припасли свой рецепт. Это такая фраза, как «Роджерат Мэтфлоут», так называется традиционный рецепт датчан. Для немцев ее верное произношение было невыполнимой задачей. Другие шиббалеты. Известен случай, относящийся к 1302 году, когда фламандцы противостояли французам. Во время битвы при Курте последним было довольно затруднительно без ошибок сказать на фламандском языке выражение «щит и друг». Шиббалет был использован и через 200 с лишним лет на севере Нидерландов в XVI веке. Речь идет о фрисском восстании, когда жители Фрисландии, чтобы распознать чужаков, использовали длинную фразу, которую можно перевести на русский язык так: масло, ржаной хлеб, зеленый сыр. Тот, кто не сможет правильно выговорить это, не является истинным фризом. После того, как к берегу приставало судно, присутствовавшие на пристани стражники предлагали произнести указанные слова, которые служили своего рода паролем. В случае, если они были выговорены неправильно, корабль в порт не впускали, его попросту захватывали. Во время Второй мировой войны шиббалеты получили широкое распространение, будучи использованными спецслужбами разных стран. Так, чтобы выявить русских разведчиков, финская сторона использовала такую труднопроизносимую лексему, как «хойриджера». И даже когда специалист прошел суперподготовку, она не помогала ему произнести это слово правильно. Когда американские солдаты вели боевые действия у Тихоокеанского побережья, ими использовалось слово «лалапалуза», что переводится как «леденец». Если его говорил человек, который был носителем японского языка, его сразу же вычисляли, поскольку вместо «л», которого нет в японском, произносилось «р».